Здравствуйте, уважаемые подписчики! Весной некоторые дачники приезжают и видят расколовшийся унитаз. Так и здесь. Полкилограмма соли, высыпанной осенью, не уберегли его от образования льда и глубокой трещины. Я в своем доме буду ставить унитаз с подогревом. А сейчас мы покажем, как его сделать. Итак, друзья, для этого нам понадобится сам унитаз, специальный герметик. Производит его Казанский завод синтетических каучуков. Предприятие данное существует еще со времен Советского Союза. Стоит такой герметик около 150 рублей. Поэтому его можно найти в автомобильных магазинах. Далее сами резисторы. Резисторы будут выполнять роль нагревательных элементов. Нам их необходимо 80 штук. Каждый резистор имеет мощность 2 Вт и сопротивление 110 Ом. Диапазон температурной работы данных резисторов составляет от минус 50 до 150 градусов. Для того, чтобы приклеить резисторы на нижнюю часть гидрозатвора, нижнюю часть унитаза, нам понадобится либо банковская карточка, либо дисконтная карточка старая, чтобы работать с герметиком, как вы видите на видео. Намазываем само основание и, соответственно, потом намазываем сам резистор и аккуратненько вклеиваем с определенным небольшим расстоянием друг от друга, потому что от того, как вы приклеите, зависит равномерность нагрева гидрозатвора. Далее нам понадобится пинцет и кусачки. Мы аккуратненько, используя эти инструменты, сгибаем и смыкаем друг с другом ножки резисторов, подкусываем где необходимо. Далее берем паяльную станцию, припой и аккуратненько пропаиваем эти ножки. Потом смотрим качество, как мы пропаяли. Заливаем это все дело опять каучуковым герметиком казанским. И начинаем при помощи, опять же, припоя вместе с канифолью, который идет, аккуратненько пропаивать каждую из сторон. Сначала одну сторону, затем вторую сторону. Потом мы берем, откусываем лишнее, припаиваем провода. Что касаемо проводов, мы припаиваем провод фаза 0, ну и, соответственно, оставляем провод для экрана. После того, как герметик у нас застыл, мы аккуратно включаем нашу конструкцию к сети 220 вольт, обязательно через защитные выключатели, и делаем соответствующие замеры. То есть изначально у нас температура в комнате 26 градусов, мы постепенно начинаем делать нагрев. При этом промеряя все точки внимательно данного нашего гидрозатвора. После 40 минут терпения температура гидрозатвора 90 градусов. То есть прошло, в принципе, не так много времени. Отсюда мы можем сделать вывод, что разница температур составляет около 60 градусов, что вполне нормально и не позволит гидрозатвору замерзнуть при минус 40 градусов. Соответственно, следующим шагом мы проверяем все соединения, обязательно обесточив нашу конструкцию от сети 220 вольт, и заливаем все это дело герметиком.
Причем делаем это аккуратно, чтобы кабель, который вот идущий, он, кстати, кабель мы используем экранированный обязательно. Ну, кабель не дешевый, то есть 1 метр такого кабеля стоит около 700 рублей. Кабель немецкий. Ну, зато он как бы очень гибкий, не боится перепадов температур. Ну, ничего вообще, в принципе, не боится. Следующим этапом нам понадобится термодатчик, жигулевский кабель, который кабель массы. В любом автомобильном магазине его можно приобрести, который торгует автозапчастями для Жигулей. Соответственно, фиксируем герметиком термокабель, чтобы он четко показывал температуру. И используя стекловолоконный лист, ну вот берем его, нарезаем на кусочки, начинаем его пропитывать в герметике и аккуратно наносить на верхнюю часть гидрозатвора, при этом фиксируя аккуратно все кабеля, ну, чтобы их невозможно было вырвать. Делаем все это аккуратно, не спеша, не торопясь, потому что от правильного, неспешного подхода зависит качественный результат. Вот, наклеиваем финишный кусочек, вот, и аккуратненько выводим кабель экрана. Далее нам потребуется медная фольга. Медная фольга уже подготовлена, то есть она при помощи медного купороса сделана, вот, часть, куда можно припаивать наши кабеля, да, и дальше паяльником и держа аккуратно кусачками мы это все дело припаиваем. Дальше берем аккуратно, потому что так как это все хрупкое, припаиваем кабель экрана к нашему фольгированному элементу. Аккуратненько вклеиваем кабель, чтобы можно было потом к нему подключить заземление. Делаем все аккуратненько, не торопясь. После того, как мы все сделали, обязательно нужно проверить сопротивление изоляции на 5 киловольтах. Ну вот, собственно говоря, без этого не стоит подключать унитаз к сети 220 вольт. Ну вот, показания 3,82. Далее берем обычный мультиметр и проверяем сопротивление 440 Ом. Все, друзья. Все готово. Унитаз установлен и подключен. Из основания через специальное технологическое отверстие выходит кабель, который подключен к контроллеру. Контроллер показывает температуру 70 градусов. Это температура нашего гидрозатвора. Температура в помещении составляет 20 градусов. То есть разница температур 50 градусов. О чем это говорит, друзья? Это говорит о том, что наш гидрозатвор в минус 40 не замерзнет. Можно осушать унитаз и затыкать его тряпкой. В этом доме засыпали соль. Ну вы понимаете, к чему это привело. Есть и другие методы. Поделитесь своими мыслями, как вы оцениваете данную конструкцию. Пишите комментарии, задавайте вопросы здесь или по указанным в описании к ролику контактам. Впереди весна и лето. Будет много интересного. До новых встреч, друзья!